24 октября 1960 года на стартовой площадке Байконура заживо сгорели десятки человек, включая одного из самых высокопоставленных военных страны. Советский Союз об этом молчал 30 лет. Молчал так тщательно, что даже причину смерти маршала в некрологе указали фальшивую. Байконур — это не только успехи космонавтики, которыми принято гордиться. Это еще и город, где разбивались ракеты стоимостью в миллиарды, где рушились крыши прямо на настоящие космические корабли и где в паре сотен километров разлагался секретный полигон биологического оружия. 7 фактов о Байконуре, после которых красивые кадры стартов ракет будут восприниматься совсем иначе. Осенью 1960 года Советский Союз спешил. Хрущев требовал как можно скорее испытать новую межконтинентальную баллистическую ракету Р-16. Холодная война была в разгаре, и отставание от американцев в ракетной технике считалось недопустимым. Ракету готовили к пуску в страшной спешке, с нарушением элементарных норм безопасности. А на самой стартовой площадке, рядом с заправленной токсичным топливом ракетой, находилось куда больше людей, чем полагалось, включая председателя Государственной комиссии, главного маршала артиллерии Митрофана Неделина. Он демонстративно сидел на стуле в нескольких метрах от ракеты, чтобы своим присутствием подбодрить инженеров и ускорить работу. 24 октября, во время предстартовой подготовки, из-за ошибки в электрической схеме произошел несанкционированный запуск двигателя второй ступени. Ракета вспыхнула прямо на старте, и токсичное ракетное топливо, разлившееся по площадке, превратилось в море огня. Люди, которые оказались ближе всего, погибли мгновенно. Некоторые в панике бежали через свежую колючую проволоку ограждения и заживо сгорали на ней. По официальным данным погибло 78 человек, хотя реальное число жертв, по мнению ряда историков, могло быть заметно выше. Часть тел идентифицировать не удалось вообще, а хоронили погибших в закрытых гробах, зачастую собирая в один гроб останки нескольких разных людей. Маршала Неделина среди погибших опознали только по оплавленной звезде Героя Советского Союза. В официальном некрологе написали, что он погиб в авиационной катастрофе. Чистая ложь, придуманная для того, чтобы не раскрывать масштаб произошедшего. Полная правда о катастрофе стала достоянием общественности только в 1989 году, спустя без малого 30 лет, уже в эпоху гласности. При этом на площадке сохранились автоматические камеры космодрома, которые фиксировали момент взрыва и последовавший за ним пожар. Эти кадры впоследствии рассекретили, и сегодня их можно найти в документальных проектах, посвященных истории советской космонавтики. Разбор причин катастрофы лег в основу куда более строгих правил техники безопасности при последующих пусках. Но цена этого урока оказалась пугающе высокой. Стоит понимать контекст, в котором это произошло. Это была эпоха, когда любая задержка в испытаниях воспринималась почти как предательство перед лицом соперничества с Соединенными Штатами. А инженеры и военные боялись докладывать наверх о технических проблемах, потому что за срыв сроков можно было поплатиться карьерой, а то и свободой. Ракету накануне уже пытались запустить. Обнаружили неисправности. Устранили часть из них прямо на стартовом столе, с уже заправленным токсичным топливом внутри. Хотя по всем нормам безопасности ракету в такой ситуации полагалось слить и увезти для ремонта в специальный цех. Спешка и страх перед начальством оказались смертельнее самой сложной ракетной техники. И, что особенно жутко, катастрофа Неделина не единственная трагедия, которая произошла на Байконуре именно в эту календарную дату. Спустя ровно 3 года, день в день, на той же самой площадке погиб еще один человек при пожаре во время испытаний уже другой ракеты. Совпадение это чистое, без всякой мистики. Но именно поэтому 24 октября на Байконуре с тех пор считают несчастливым днем и по возможности избегают в этот день любых пусков. От трагедии на Земле к трагедии, которая случится десятилетия спустя, и снова в этом же городе. Только теперь жертвами станут не испытатели ракет, а обычные строители, ремонтировавшие крышу. Советская космическая программа «Энергия Буран» была ответом на американские шаттлы, многоразовый космический корабль, способный самостоятельно садиться в автоматическом режиме без пилота.
15 ноября 1988 года «Буран» совершил свой единственный полет. Беспилотный, полностью автоматический, что само по себе было техническим достижением, которое американцы на своих шаттлах так и не повторили. Программу вскоре закрыли из-за развала Союза и нехватки денег, а построенные корабли остались на Байконуре в монтажно-испытательном корпусе. 12 мая 2002 года в 9:40 утра по местному времени в 3 пролетах этого корпуса обрушилась крыша. Причиной, как установила правительственная комиссия, стала банальная перегрузка кровли, которая почти в 1,5 раза превышала расчетную по проекту. Крышу элементарно недостаточно укрепили при строительстве еще в 60-х. Под завалами погибли 8 строителей, которые в этот момент занимались ее ремонтом. А вместе с ними под многотонными металлоконструкциями был полностью уничтожен единственный «Буран», что действительно летал в космос. Тот самый исторический корабль, доказавший, что советская автоматика способна посадить космический челнок без единого человека на борту. Останки уничтоженного корабля работники космодрома впоследствии распилили на части и продали как металлолом. А вот второй летный экземпляр с кодовым названием «Буря», готовый на 95-97%, вместе с полноразмерным технологическим макетом уцелел, просто потому, что находился в другой части того же ангара, которую обрушение не задело. Именно эти 2 машины сегодня и видно на всех тех кадрах, которые сталкеры и урбан-исследователи годами снимают, тайно пробираясь через посты охраны и километры степи. Ржавеющий корпус корабля, который должен был летать, стоит теперь под открытым небом, покрытый птичьим пометом и слоем пыли, в окружении обломков некогда самой амбициозной космической программы страны. Получается парадоксальная история. Единственный настоящий «Буран», доказавший работоспособность всей программы, погиб не в космосе и не при испытаниях, а из-за банальной строительной халатности спустя 14 лет после своего триумфального полета. А теперь к катастрофе, которую видела вся страна в прямом эфире. 2 июля 2013 года с Байконура стартовала ракета «Протон-М» с 3 спутниками системы ГЛОНАСС на борту. На 30-й секунде полета ракета внезапно резко отклонилась от курса, начала переворачиваться и буквально описала в воздухе мертвую петлю, прежде чем рухнуть неподалеку от стартового комплекса и взорваться в гигантском огненном шаре. Причина оказалась почти оскорбительно простой для космической техники такого класса. Датчики угловых скоростей, которые определяют положение ракеты в пространстве, при сборке установили перевернутыми, в буквальном смысле вверх ногами. Система управления, получая заведомо неверные данные, начала бороться с несуществующим отклонением и в итоге сама вогнала абсолютно исправную ракету в неконтролируемое вращение. Комиссия по расследованию впоследствии установила, что датчики физически невозможно установить неправильно без применения силы. То есть сборщики буквально приложили лишние усилия, чтобы вставить компонент не той стороной. Момент катастрофы попал в прямой эфир. Трансляцию вел российский телеканал сразу с нескольких камер, и кадры того, как многотонная ракета кувыркается в небе и падает на землю грандиозным огненным шаром, разошлись по всему миру за считанные часы. Жители соседнего города Байконур снимали происходящее с собственных балконов. В кадры попало и облако ядовитого гептила, которое поднялось после взрыва, вынудив часть города временно эвакуировать из-за угрозы токсичного заражения. Получается, что одна из самых технологически совершенных ракет своего времени была уничтожена не сложной технической неполадкой, а фактически человеческой невнимательностью на этапе сборки. Тем более обидной, что произошла она на глазах у миллионов людей в прямом эфире. Но даже это происшествие меркнет по разрушительной силе перед взрывом, который случился здесь же почти полвека назад. Ракета Н-1 была советским ответом на американский «Сатурн-5», сверхтяжелым носителем, который должен был отправить советских космонавтов на Луну и выиграть лунную гонку у Штатов. Ракета получилась гигантской и невероятно сложной технически. Только на первой ступени стояло 30 отдельных двигателей, синхронизировать работу которых оказалось задачей на грани возможностей тогдашней техники. Второй пуск Н-1 состоялся 3 июля 1969 года поздно вечером. Это был первый в истории программы «Ночной старт». Ракета оторвалась от стартового стола, но меньше чем через полсекунды после отрыва взорвался один из 30 двигателей первой ступени,
предположительно из-за постороннего металлического предмета, попавшего в топливный насос. Взрыв повредил кабельную сеть и соседние двигатели. Начался пожар. Подъем резко замедлился, ракету повело в сторону, и уже на 18-й секунде полета многотонная громада рухнула обратно на стартовый комплекс. Последовавший взрыв стал одним из самых мощных неядерных взрывов, вызванных техникой, за всю историю освоения космоса. По некоторым оценкам, его сила была сопоставима с крупным авиационным ударом времен Второй мировой. А стартовый комплекс получил такие разрушения, что его пришлось отстраивать заново несколько лет. К счастью, экипажа на борту не было. Испытание было полностью беспилотным, а все специалисты, работавшие на площадке, к моменту взрыва успели эвакуироваться на безопасное расстояние. Программу Н-1 в итоге закрыли в 1972 году, после 4 подряд аварийных пусков. Советский Союз официально проиграл лунную гонку. А сама ракета так ни разу и не долетела до орбиты в исправном виде. Получается, что одна из самых амбициозных технических программ 20 века закончилась не тихим сворачиванием бюджета, а серией зрелищных, разрушительных катастроф прямо здесь, на этой же степной земле. А теперь от взрывов и катастроф к истории совсем другого рода, куда более тихой, но по-своему не менее пугающей. В нескольких сотнях километров от Байконура, посреди Аральского моря, когда-то находился остров с говорящим названием «Возрождение». Именно здесь Советский Союз разместил одну из самых засекреченных лабораторий в истории Холодной войны – полигон, где разрабатывали и испытывали биологическое оружие, сибирскую язву, чуму, тулеремию и другие смертоносные патогены. Испытания проводили прямо под открытым небом, заражая подопытных животных на специальных площадках острова. В начале 90-х, после распада Союза, объект спешно бросили, специалисты уехали, оборудование частично вывезли, а частично просто оставили на месте, включая закопанные могильники со спорами сибирской язвы, все еще сохранявшими опасную жизнеспособность. Город Кантубек, где жили сотрудники лаборатории с семьями, превратился в классический город-призрак с пустыми квартирами, брошенной мебелью и детскими площадками, на которых больше никто никогда не играл. По воспоминаниям людей, побывавших там уже в 2000-х, в квартирах до сих пор можно было найти оставленные книги, детские игрушки и даже газеты с датами более чем десятилетней давности, застывший в одном моменте кусок советской повседневности посреди пустыни. Уже в 2000-х, когда стало ясно, насколько опасны оставшиеся захоронения, американские и казахстанские специалисты провели совместную экспедицию по ликвидации могильников, операцию, которая тоже попала на камеры и стала частью документальных проектов о наследии Холодной войны. Работать приходилось в полной защитной экипировке, обеззараживая почву на месте бывших испытательных площадок, потому что споры сибирской язвы способны сохранять жизнеспособность в земле десятилетиями, а то и веками. При этом сам остров Возрождения к тому моменту фактически перестал быть островом. Обмелевшее Аральское море соединило его с материком, и добраться туда, теоретически, можно было уже не по воде, а по суше, что делает всю эту историю еще более пугающей, учитывая, что именно находится в этой земле. Получается, что где-то в казахстанской степи, буквально по соседству с Байконуром, десятилетиями лежал город, из которого вывезли людей, но не вывезли до конца смертоносное биологическое наследие. И раз уж мы заговорили про Аральское море, стоит взглянуть и на то, что случилось с самим морем, потому что его судьба ничуть не менее драматична. Город Аральск в советские годы был крупным портом на берегу Аральского моря, 4-го по величине озера в мире, с активным рыболовным флотом и оживленной портовой жизнью. Но начиная с 60-х годов, воду рек Сырдарья и Амударья, которые питали море, начали массово забирать на орошение хлопковых полей, и уровень моря стал стремительно падать. К концу 20 века падение воды достигло катастрофических масштабов. Береговая линия отступила на десятки километров, а некогда крупный порт Аральск оказался посреди сухой песчаной пустыни. Рыболовецкие суда, которые физически не успели или не смогли увести к отступающей воде, так и остались стоять на месте. Их ржавые корпуса медленно погружались уже не в воду, а в песок,
превращаясь в один из самых узнаваемых символов рукотворной экологической катастрофы XX века. Вместе с морем исчезла и вся экономика региона, завязанная на рыболовство. Тысячи людей, чьи семьи веками жили за счет моря, в буквальном смысле остались без источника дохода, потому что рыбачить стало попросту негде. Сохранившиеся кадры советской хроники 50-70-х годов, где Аральск показан кипящим портовым городом с десятками судов, сегодня выглядят почти как съемки другой планеты. Настолько разительно отличается тот город от современных дрон-съемок ржавых остовов кораблей, застрявших в песке за десятки километров от ближайшей воды. National Geographic, BBC и десятки других изданий не раз возвращались к этой истории именно из-за подобного контраста между «было» и «стало». В последние годы, впрочем, у истории появилась и обнадеживающая сторона. Благодаря строительству новой дамбы часть Северного Аральского моря начала постепенно восстанавливаться, а вода вернулась ближе к некоторым прибрежным поселкам. Редкий пример, когда рукотворную катастрофу хотя бы частично удалось обратить вспять инженерными методами. Получается, что Аральская катастрофа — это не абстрактная экологическая статистика из учебника, а конкретный город, чью портовую идентичность буквально стерли с лица земли за пару десятилетий человеческих решений об орошении хлопка. И на этом фоне последний факт про сам Байконур звучит почти легкомысленно. Но именно он лучше всего объясняет, что такое этот город на самом деле сегодня. Байконур — не совсем обычный город даже с юридической точки зрения. Формально он находится на территории Казахстана, но с 90-х годов арендован Россией сроком на несколько десятилетий вперед, что превращает его в редчайший правовой феномен. Город, где одновременно действуют законы двух разных государств. На улицах Байконура работают одновременно и российская полиция, чьи машины ездят с номерами 94-го региона, специально выделенным кодом именно для этого анклава, и казахстанская полиция со своими собственными полномочиями. В городе одновременно ходят российские рубли и казахстанские тенге, а в школах детей учат по двум параллельным образовательным программам в зависимости от гражданства семьи. Въездные стелы и таблички в городе дублируются на двух языках, а местная администрация вынуждена постоянно балансировать между двумя разными правовыми системами в вопросах, которые в любом обычном городе решались бы однозначно. Десятки блогеров и тревел-журналистов годами специально приезжают в Байконур именно ради этой уникальной правовой аномалии. Снимают уличную жизнь, контрольно-пропускные пункты, местные рынки, где параллельно принимают обе валюты. Получается, что даже без всех катастроф, секретных лабораторий и заброшенных кораблей, сам статус этого города уже достаточно странная история, чтобы удивлять людей, ничего не знающих про космодром. Если сложить все 7 фактов вместе, сгоревших заживо испытателей ракеты, рухнувшую крышу, убившую единственный летавший «Буран», ракету, перевернутую вверх ногами прямо в эфире, взрыв, разрушивший стартовый комплекс, заброшенный город с биологическим оружием в земле, порт, потерявший свое море, и город с двумя параллельными законами, становится ясно, почему Байконур заслуживает куда более сложного образа, чем просто место, откуда летают ракеты.